Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор. Но это не очередной обзор скутера, это обзор телеги для скутера, а точнее прицепа. Сегодня посмотрим, что из себя представляет прицеп для скутеров Skyboard и вообще, как его крепить. Погнали! Итак, что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем вот такой вот прицеп для скутеров Skyboard, для того, чтобы перевозить различные грузы. Максимальный вес этой телеги 60 килограмм. В принципе, это мы еще проверим. Я предлагаю для начала померить размеры вообще самого объема. Давайте приценимся, так сказать. Ширина получается 42 сантиметра, длина получается 71, это от борта до борта. Глубина 32-32,5 сантиметра. Это дугообразная труба, именно дугообразная, а не прямая, как в прицепах у машины, нужна для того, чтобы сила равномерно распределялась и как бы она, если что, пружинит. Мы это еще проверим сегодня, мы покатаемся и посмотрим. Пока что я верю, что это так. Также две ручки. Ручки нужны в том случае, когда вы отцепили от скутера и хотите потащить куда-то. Также в комплекте вот такие два крючка. Напишите в комментариях, для чего они могут пригодиться, я пока что не придумал. Катится это все на вот таких вот колесах, похожих на велосипедные. Возможно, это одни и есть, но это в принципе не важно, потому что эти колеса выдерживают вес 60 килограмм спокойно. Дальше производитель говорит, что уже на свой страх и риск вы можете грузить и больше. Я им охотно верю, потому что я уже не зря сел внутрь в начале этого видео, ничего не сломалось. То есть сама база, она выдержит как бы вес гораздо больше. Весь вес упирается в принципе в колеса, но мне кажется, они выдержат гораздо больше, чем 60 килограмм. Честно говоря, я не знаю, что сюда нужно грузить, чтобы нагрузить 60 килограмм. Это еще надо подумать. Пишите в комментариях, кстати, что бы вы могли нагрузить такого в эту телегу, чтобы она превысила 60 килограмм. Нет, давайте превысила 70 килограмм. Вот, а мы идем дальше. Сзади у нас красные катафотики, чтобы все видели, что вы едете по проезжей части, чтобы никто ночью вас не заметил. Короче, чтобы вас было видно. Но я предлагаю переместиться к нам на склад, загрузить эту телегу, и дальше я вам расскажу по поводу замка, как крепится к скутеру, как это все вообще должно выглядеть. Ну что, вот мы переместились на склад. Я уже прицепил нашу телегу к скутеру. В данном случае мы используем скутер BR60, но в принципе не суть важно, просто BR60 оказался у меня под рукой. И я думаю, на трайках особенно удобно возить такие телеги. Давайте сейчас посмотрим на крепление. Крепление. Во-первых, мы цепляем нашу телегу таким образом. Сначала прикручиваем вот такую планку к скутеру двумя болтами. Далее к этой планке также болтом одним большим крепится вот такая вот, не знаю как назвать, стержень, пусть будет стержень. Вот. И к нему уже цепляется замок, который в принципе регулируется по высоте как вы хотите. А дальше уже на шарик такое шарообразное у нас крепление, на него надевается наш прицеп. Также у нас здесь присутствует такая красненькая штучка, это подложка или прокладка, как хотите, которая не дает тереться замку собственно, сам шарнир вот этот, само крепление от телеги. Но дальше вы знаете, дальше ручки, дугообразная труба и так далее. Мы уже об этом разговаривали. Ну и самое важное, как же отцепить, когда вам нужно, и прицепить обратно. То есть вы прицепили уже все, да? Это самое простое. Здесь есть дырочка, в которую вкручивается, собственно, резьба определенная. Я ее называю рогаликом. Вот, вы ее выкрутили. Так это происходит. А дальше что?
Достали резьбу и все. Замок начинает ходить. Здесь внизу пружинка, которая постоянно его возвращает в нужное положение. А также мы просто оттягиваем и снимаем, вот и все. То есть с любыми грузами этот замок справится, будьте уверены. Но сейчас мы это еще проверим, потому что мы как раз и разберемся, как эта телега реагирует на веса, как она едет без веса и как она едет с весом. Соответственно, сейчас мы ее попробуем загрузить чем-то очень тяжелым. И это мы сделаем, скорее всего, на улице, потому что, в помещении, само собой, ровные полы, там все такое, это все удобно. Но как будет на улице? На улице, когда кочки, вдруг у нас что-то непредвиденное случится. Поэтому последняя часть видео как раз потянем телегу с груза. Я взял такие коробки. Одна весит 20 килограмм, точнее 18,7. Я взвешивал только что на весах. И поэтому, соответственно, две коробки весят 19 плюс 19, это 38. 38 килограмм две коробки. Но мне нужно было что-то еще доложить. И я доложил вот такую 16-килограммовую мешок. 16 килограмм он весит, тут тоже какие-то запчасти. Он весит 16 килограмм, итого получается 54-55 килограмм в сумме. Вот. Кстати, в этих коробках у нас двигатели для наших трайков BR40 и BR60. Вот, так что это будет особенно символично, что наш BR60 трайк тащит свои собственные запчасти и двигатели. Ну что, поехали на улицу. Ребят, ну вы все видели сами, претензий у меня вообще никаких, если честно. Ну, я не знаю, к чему придраться. Единственное, что вам, возможно, стоит подкачать колеса, если вы перевозите грузы больше 50 килограмм. Я думаю, что груз, если бы я накидал 70 килограмм, она бы легко повезла. На скутере, на BR60 вообще не чувствуется никакой нагрузки, но это естественно, потому что мы уже снимали видео, где мы перетаскивали Mercedes, ну как, не перетаскивали, а тащили, поэтому с тележкой-то он точно справится, мотор там мощный, 3000 ватт. Я сегодня нагрузил максимум, сколько вмещает объем самой вот этой посуды, больше, ну разве что человека сюда посадить, но это в другой раз. Давайте, ребята, если кому-то надо, чтобы я несколько человек перевез в этой тележке, то пишите в комментариях. Вот, сегодня у нас первичный такой обзор. Я первый раз вижу эту телегу и первый раз с ней езжу. И пока что я очень доволен. Я не знаю, что нужно грузить, чтобы сломать ее, если честно, потому что тут максимально все просто, ничего лишнего, минимализм. По бездорожью тоже никаких претензий. Если тележка не будет ничем нагружена быть или будет что-то лежать очень-очень легкое, то, возможно, она будет подпрыгивать, если вы будете ехать слишком быстро на кочках, и тогда нужно груз как-то связывать, закреплять чем-то. Но если вы перевозите что-то такое существенное, 20 килограмм более, то, я думаю, вам не стоит даже связывать его, оно никуда не выскочит, если, конечно, вы не будете там, если вы не влетите на какой-нибудь трамплин. Я вам по секрету скажу, что это не все. Это не все, что мы вам можем предложить в качестве прицепа к нашим скутерам, поэтому в будущем я вам еще открою некоторые тайны, некоторые сюрпризы, но это только в будущем.
И, естественно, я не выбирал красивых мест в этом видео. Я просто в промышленной зоне, там, где наш склад находится, поездил, поискал какие-то дороги, кочки. Поэтому после того, как вы написали свой комментарий с мыслями по поводу нашей телеги, переходим на сайт skyboard.store, изучаем наши комплектации, изучаем наши скутеры, все, что у нас есть, цены и так далее. Но если вы хотите прям купить, вот прям сейчас, то смотрите этот список. Это список наших дилеров в ваших городах. Вы находите свой город и можете прийти, посмотреть, протестить и уже делать свои выводы. Увидимся в новых выпусках. Пока. Дальше только лучше, и у нас сюрпризов еще много.